Доброго времени суток. У нас почти 600 подписчиков. При этом, если глянуть, сколько уникальных пользователей за ближайшие 28 дней, то их больше 30 тысяч уникальных пользователей смотрит мой канал за ближайшие 28 дней. И у нас 98 тысяч просмотров за ближайшие 28 дней. Эта статистика для меня говорит о том, что, возможно, вы пришли впервые на этот канал, и поэтому я вам сразу расскажу, где что полезно искать. Если вы уже опытный подписчик и знаете, где что искать, вы сразу переходите в тайм-коды и кликаете на основное видео. Если вы здесь впервые или не знаете, где что полезно искать, вам будет полезно послушать это интро. Насчет названия. Я зашит в рамки YouTube, и мне необходимо выбрать название до 100 символов, какую-то картинку с каким-то названием. Если у меня записывается видео на 1,5, 2, 4 часа, потом я вырезаю оттуда пустоты, когда я не говорю и просто читаю какой-то текст, то остается где-то там 1,5-2 часа. На эти 1,5-2 часа где-то 5-6 интересных моментов, которые обучают и повышают вашу IT-насмотренность. Чаще всего, когда вы заходите в видео и открываете комментарии, вот здесь есть блок, что вы узнаете. Это более полная информация о том, что полезного есть в этом видео. Это вступление, это основное видео. И мне в название надо вынести что-то одно. То есть, если вы пришли на конкретное название и ждете, что внутри будет все по этому названию, это не так. И я вас обрадую. В видео будет и то, что на картинке, и в названии, и больше. Такая специфика. Я создаю реальные IT-проекты и снимаю это все на видео, не вырезая сложности, для того, чтобы у вас формировалась ваша IT-насмотренность, чтобы вы сами могли применить те методы, которые я применяю. Я против инструкции, потому что инструкции вас не обучают. Я вам передаю настоящий опыт, который вы можете прожить и повысить вашу IT-насмотренность, чтобы вы самостоятельно справлялись с этими сложностями. Где найти что-то полезное? Если вы хотите создать сайт, к примеру, для продажи ваших услуг, или наоборот создать сайт для кого-то, то вы переходите вот сюда вот в плейлисты, листаете, наверное, в самый низ и смотрите вот сюда вот там, где 28 видео сейчас, веб-кодинг, создание сайта с нуля. Вам не надо будет платить программисту за создание сайта. Там показано, как купить домен, как привязать хостинг, как сделать маршрутизацию имейлов, как создать простой сайт, как сделать засеошенный сайт более чем на 300 страниц, как привязать платежную систему и как привязать сбор контактов с сайта, показаны ошибки не показывания в Google и разрешение этих конфликтов. Так что это полный гайд по тому, как вы можете создать сайт сами. Когда я слышу, что кто-то создал сайт за 20 минут, я понимаю, наверное, это речь о том, что было надиктовано какое-то техническое задание, которое реализовано в код, либо были использованы какие-то конструкторы, которые стоят денег. Здесь я показываю, как сделать это все абсолютно бесплатно. Вы не будете платить в месяц абсолютно ни за что. И полностью контролировать весь процесс. По моим ощущениям, это чуть больше, чем 30 часов, но зато каждый шаг показан, и вы сами сможете это все воплотить. Базовый файл по настройке окружения. Здесь сейчас 38 файлов. Вы можете просто выборочно глянуть, что вам нужно, что вам подходит, установить и работать. Этого достаточно для того, чтобы вы комфортно веб-кодили. Кому может быть полезно плейлист, роботы-парсеры, автоматизация. Если вы хотите связываться с бесплатной веб-автоматизацией, то вам есть смысл глянуть, как я это делаю. То есть я построил просто робота, который сам собирает данные из браузера и обходит ряд проверок. Строил при помощи искусственного интеллекта, а использовал бесплатно, без токенов. Хотя бы вам важно знать, что такое веб-селекторы и понимать, что я сейчас делаю. Вот что-то типа такого. Если вы понимаете, то можете смело пролистывать. Что интересно в этом видео, Paperclip автоматизатор. Здесь я общаюсь с Cloud-кодом, и он говорит о том, что связка Paperclip, Hermes и ZAI это даже интереснее, чем сам Cloud-код вот в этом видео. И дальше я поднимаю эту связку. Оркестратор, который 0 людей компания, управляет процессами. И вот счастливое лицо, что все получилось. Здесь есть инструкция, как вы можете самостоятельно настроить это все. 4 минуты. Вы заходите в это видео, открываете комментарии. Приятно, что написали слова благодарности, очень приятно. Переходите вот сюда, вот кликаете. Так, а проект переместился, да? Да, переместился. Вот, переезжаете сюда. Нажимаете вот эту зеленую кнопку и Download Zip. И у вас получаются все файлы и все инструкции. То есть вы просто даете ссылку на этот zip-архив вашему искусственному интеллекту, и он поднимает всю связку. Там достаточно сложно. Windows, Linux, они между собой должны общаться, обмениваться данными, чтобы вам не пришлось инвестировать там своих 30-40 часов в это все и кучу токенов. Вы можете просто забирать готовые файлы. То, над чем достаточно долго работал, создание гибридного приложения, 55 видео, и оно уже опубликовано
востребована в Play Market. Ближайшее действие — это еще накатить на Apple, и тогда уже заняться продвижением. Так что если вы хотите создать гибридное Apple Android мобильное приложение, то я показываю как. Моя вам рекомендация — заходить в плейлисты, выбирать, какой понравился по душе, и смотреть с начала до конца, просто как сериал под еду. Потому что если вы посмотрите какую-то серию, которая там 10 или 12, будет непонятно, о чем это. То есть я предлагаю перейти к началу, когда вы поймете, какие взаимозависимости и какие чудеса мы делаем. Также создал сайт по проведению хакатона, где уже участвуют более 20 стран мира, и прямо сейчас проходит хакатон. Следующий будет в ноябре, так что можете записываться hackonvibe.com. Ну что, как говорится, можно вечно смотреть на то, как бежит вода, горит огонь, на то, как тебе выдают деньги, на то, как работает другой человек. Так что приятного вам просмотра. Доброго времени суток. Давайте проверим, что накодили наши бойцы. Регистрация судей говорит, что отчитывается, что уже все готово. Давайте проверим фактом и не будем верить на слово. Давайте откроем инкогнито вкладку, Ctrl-Shift-N, Ctrl-V и открываем наш сайт. Пробуем регистрироваться. Давайте назовем тест, judge и текущую дату, какие-то произвольный домен, и нажимаем дальше, continue. Тут поехала вот эта вот верстка, надо как-то выровнять. Сейчас надиктуем это. Сейчас галочки, которые ведет от generate strong password к инпуту, они поехали. Я думаю, что они находятся не на одном уровне, только из-за того, что верхняя галочка находится вместе с полем 0 из 50. И вот это вот 0 из 50 я хочу, чтобы ты перенес внутрь самого инпута. Там же, где глазик, я думаю, слева от него, слева от глазика, кнопочка функционал будет именно в краю сбоку, как сейчас это и есть. А сами вот эти вот циферки 0 из 50 надо поместить до этого глазика. Комфортно разместить, не прилепливая его туда, так чтобы оно адекватно было. Давайте сразу это будем копировать в наш ИИ, там где у нас имплементация всего. Так, допустим, мы нажимаем Generate. После того, как я нажал Generate Password, опять рамка, которая идет вокруг, зеленая, она без скруглений, но я диктовал, что там должно быть не просто новый стиль применен, а к старому стилю, а там, где уголки со скруглением, должно применяться вот это вот зеленое свечение. Это первое. И второе, внизу появляется такая вот надпись, которая говорит о том, что вы еще не ввели правильный пароль. И я хочу, чтобы этого не было, то есть сразу при нажатии кнопки Generate Strong Password, в случае, если уже загорелись все зелененькие циферки, то у нас должна пропадать вот эта красная надпись внизу под этими всеми зелеными элементами. Вставляйся. Давай ты сейчас пока что будешь слушать и составлять техническое задание атомарными требованиями, а потом уже все вместе начнешь реализовывать пока что. Ну да, ты можешь искать, там делать какие-то но еще пока что не коммити, не пуш. Есть еще требования, которые хочу зафиксировать, а потом уже запустить тебя в выполнение Google в выполнение Google. Так, давайте смотрим дальше. Test, Judge. И давайте вот тут уникальный какой-то идентификатор добавим. Continue. Здесь тоже, когда я уже ввел email, то рамочка загорелась зелененьким, то есть проверка прошла уже в JS, там где-нибудь на странице, а надпись внизу все еще красным гласила «Введите email». Но это неправильно, то есть если уже в одном месте принято как зелененькое, то ответ сервера, он не может конфликтовать. То есть одно показывает зеленое, второе показывает красное. И когда я смотрю на красное, я предполагаю, что надо еще что-то дополнительно довнести. Имею в виду, что когда уже зеленым загорелось поле инпута имейла, то и внизу красненькая надпись должна исчезать или наоборот меняться на то, что спасибо, что ввели ваш имейл. Ну и мы везде используем каноничные галочки и крестики, да, которые мы уже переиспользуем дальше. Давайте смотреть дальше, что тут. Кнопка Continue не является респонсивной. Вот, допустим, Login and Register, она чуть-чуть приподнимается, то есть она респонсивна на наведение. Сделай это правило приподнимания кнопки стандартным правилом. Тут, казалось бы, там буквально ничего тут нету, а столько правок. Тут вот уже адекватненько. Create My Space. То же самое, как Create My Space, то есть кнопка никак не реагирует, она должна приподниматься. Когда я зашел уже после ввода пароля, то я смотрю на обводку красными элементами. Choose a strong password обводится хорошо, то есть со скругленными краями, со скругленными уголками. Но когда я смотрю на participant hacker, organizer, judge or mentor, или вот это юридическое согласие, то эти вот квадратики, они прямые такие, некрасивые, не в дизайне, то есть они просто квадратики без скругления углов. Надо сделать полностью по контуру элемента, а не просто придумывать какой-то новый стиль, который поверх фигачится, игнорируя полностью дизайн. Давайте выберем судья.
здесь вроде бы правильно отображается. То же самое насчет зеленых элементов, то есть они тоже должны быть не тупо квадрат с острыми углами, а по элементу со скругленными уголочками. То есть как у красного элемента такая ошибка, так и у зеленого тоже. Применимо к чекбоксам. Organizer, Judge, Mentor. И там, где юридическое согласие, тоже зеленый элемент такой же угловатый. Когда все обязательные элементы уже на странице регистрации судьи введены, а нет, это есть, просто там не все было. Давайте что-нибудь так сотрем, попытаемся нажать. Перекидывание происходит. Если заново нажать, да, применилось. Пробелы были удалены. Хорошо. Да, я думаю, нормально. Мне еще не нравится, что Generate Strong Password. Кнопка Generate Strong Password, кнопка на всю ширину. Мне это не нравится. Пусть она будет содержимому, а то даже непонятно, что это кнопка. Да, пусть она будет по содержимому. Уравнение по центру, да, хорошо, мне это нравится. Так, давайте идем дальше и смотрим. Password rule not met, no more than 50 characters. После того, как я ввел неправильный пароль, и потом уже нажал Generate Strong Password, и когда уже там правильный пароль, и внутри все зелененькое, все проверки зелененькие, внизу над кнопкой под кнопкой Create MySpace написано, что все еще неправильно, вы ввели неправильной длины email. Вот, то есть опять конфликт зеленого с красным, а такого не должно быть. То есть если мы уже определили, что это зеленое, то внизу не может быть красная надпись, то есть ее не должно быть, просто ее надо убрать. В случае, если уже действительно ошибки на странице нет. Так, ну давайте Create MySpace. Переходим уже в кабинет. Sign out вверху, это шо, как я и хотел. Sign out вверху, когда я уже прошел дальше и создал свое пространство как кандидат в судьи. Sign out слишком большое поле, как будто бы мы хотим, чтобы люди туда тыкали. Вполне может быть поле по размеру кнопки и подпись на уровне кнопки, то есть пояснение. А сейчас она занимает высоту 3 кнопки Sign out, как будто мы хотим, чтобы люди туда тыкали. Но это не так. Вставляем наши требования. Уже надиктовал 94 требования. Уже больше 100 требований из того, что я надиктовал. 108 требований. Так, давайте посмотрим. Continue. Перебрасывает к фотографии. Да, это хорошо. В случае, если я введу фотографию. Add a valid LinkedIn. Хорошо. А почему он... Ну, это тоже ошибка. Ошибки должны показываться сверху вниз. То есть, когда я, как судья, вижу свой кабинет внутри, то правильно, когда я нажимаю кнопку «Дальше», то меня перекидывает к фотографии. Но когда я ввожу свою фотографию, и она принята и засвечена зеленым, то следующее, что появляется, это вы ввели неправильную ссылку на ваш профиль. Но выше профиля написан legal name. Поэтому следующая проверка, ну, то есть оно должно выдавать, наверное, все оставшиеся поля, которые не заполнены, а не что-то одно, причем в такой последовательности, как оно есть. То есть вы не ввели имя, вы не ввели LinkedIn, вы не ввели GitHub, вы не выбрали, какую роль в каком хакатоне, и вы не ввели ваш Discord. То есть я думаю, оно должно быть именно такое сообщение, где это все столбиком должно значиться. Легко и удобно читаемо. Так, интересно, вот это если 108 требований было, то что сейчас, сколько их будет? 120, 132, 134. Но мы еще не закончили. А здесь же, где я выбираю роль Judge, Mentor, Organizer, то здесь тоже вот такие вот угловатые квадраты красного и зеленого, которые на чекбоксах повешены, и они тоже должны быть по дизайну со скругленными, то есть по контуру элемента, а не навязывать какой-то свой отдельный стиль. Так, удел legal name, test, judge, legal name, и давайте дату. Вот такая вот сложная у нас штука. Здесь должно такого же размера, значится, что так вы будете записаны в получаемых дипломах и официальных документах, чтобы человек не обязан был вчитываться, что там внизу написано, а остальное мелким текстом подпись убирай под этим полем. Да, я проверил, что он на английском написал. LinkedIn, что-нибудь написать. Please complete the highlighted fields. Давайте LinkedIn скопируем. LinkedIn был принят, а если просто само имя не принято. Я бы хотел, чтобы мы могли вариативно принимать ссылку на LinkedIn. То есть, если человек просто напишет, давайте сюда вставим, давайте еще варианты какие-нибудь накидаем. То есть, что тут возможно? Мы берем эту ссылку, копируем, вставляем в документ и начинаем экспериментировать. То есть какие могут быть варианты? Копировать, and ставить.
Ой, что он так, наверное, перенос строки я как-то нажал. HTTPS, потом без S, потом без HTTPS вообще, просто www. Потом, если человек ведет вот так вот, а там, если человек ведет без каких-то обозначений, или вот так вот, да, чтобы разные варианты ошибок мы могли предусмотреть. Так, вырезать и вставить в нашего разработчика. Все эти варианты, они должны обрабатываться логически, то есть, человек не должен прямо как зависеть от того, что и как, что он как-то не то ввел, и думать и подбирать, как ввести так, чтобы его аккаунт был принят. Все равно проверяем ссылку, правильно? Или какая у нас сейчас проверка идет насчет LinkedIn? Мы просто смотрим, что LinkedIn в начале и все. Желательно вывести еще картинку, если это публично открытый профиль, чтобы проверить, что действительно человек такой существует, и по такой ссылке что-то вообще открывается. Но если профиль не публичный и нужно залогинивание, то тогда мы ничего не можем показать. Я с тобой советуюсь, да, то есть как мы это строим, и мы тогда должны в инпуте написать то, как человек должен вставить, потому что сейчас я вижу здесь, в принципе, да, написано в инпуте https www linkedin.com in EU. То есть, в принципе, мы, получается, проверяем именно этот путь, да? Давайте я попроверяю. То есть, если я введу вот так вот, то это более будет принято. Ладно, я, наверное, все сотру отсюда, потому что LinkedIn не отдает данные публично, то есть надо быть залогиненным. Приложение у нас пока что еще не создано в LinkedIn для того, чтобы подтягивать хотя бы эти базовые данные. Ну и вообще там по политике LinkedIn даже фотографию, насколько я помню, изучал, нельзя подтягивать. Ну или там надо как-то дополнительно обосновывать, зачем, как и почему. Что меня сейчас смутило, что введенные поля не красятся зелененьким. То есть фотография хорошо закрасилась зелененьким, а вот все остальное как-то зелененьким не красится. Это вообще как-то скучно и не весело. Ну и непоследовательно, потому что у предыдущих-то инпутов все красилось зелененьким, а здесь нет, так что надо привести в соответствие. Я, когда ставил свою картинку, то зелененьким засветилось это обязательное поле, которое до этого было красным. А вот когда я вставил full legal name, то просто серым непоследовательно тоже должно засветиться зеленым. И все поля, которые обязательные и которые я ввел, они должны засветиться зеленым. LinkedIn profile, GitHub username. Насчет organizer здесь все хотя бы реагируют зелененьким. Насчет GitHub здесь в начале стиль применяется в момент, когда происходит проверка, а потом он как-то слетает. То есть он слетает на серый. Я даже не понимаю, почему. Я бы хотел, чтобы фотография была тогда большой, а не маленькой, когда GitHub принимается. То есть фотография должна быть точно так же, как размер фотографии человека, там, где он выбирает Choose Photo. А здесь какая-то маленькая пиктограмма. То есть логин допустимо сдвинуть вправо. Join our Discord сервер написано не пойми как. То есть join our сверху вниз. Потом слева направо Discord Vibe, потом слева направо Discord, а потом сверху вниз Discord сервер. Это должно быть написано просто в 2 строчки, и можно сделать даже в 3 строчки и сделать более узким, чтобы поместилась комфортная большая картинка человека, подтянутая из Discord. Так, пусть это пока обработает. Давайте глянем наш GitHub. Когда я ввожу свой GitHub, получается картинка достаточно большая, как я хочу. Здесь уже применена такая картинка, как большая, как мне нравится. Но все данные вылазят за область, то есть справа текст, верстка поехала, кнопка порвана, надписи переносятся на другую строчку. Я считаю, что это должно быть все в одну строчку, и это все должно помещаться по ширине в элемент, так что вот эта вот фоновая плашка, на которой это все не помещается, она просто должна быть шире, чтобы все легко поместилось. И кнопка тоже никак не реагирует, а она должна реагировать на наведение. Давайте посмотрим, субтитры создавал Дима Торзак. Фиксирует это или нет. У меня написано, что сразу это игнорировать, потому что это ошибка распознавания. Фразу субтитры создавал Дима Торзак, считаю случайным фрагментом распознавания и в ТЗ не включаю. Продолжаю собирать требования без реализации ИГЛ. Да, правильно распознал. Допустим, я ставлю Judge, Mentor. Допустим, я выбрал себя в Дискорде и Submit Application. Да, Submit Application. Нормально. Но тут чуть-чуть еще не так. Я хочу здесь, чтобы красивенько выделялось, на какие роли человек подался. Не просто ваша заявка подана, а ваша заявка на такой-то хакатон, проводящийся тогда-то, на роль такую-то, такую-то подана. И должна быть какая-то красивая зеленая галочка, понятная, чтобы человек понимал, что все хорошо. Наверное, вот это уже все. 240 требований, которые надо выполнить.
мне, пожалуйста, текст для goal, чтобы я знал, где лежит это атомарное требование, чтобы если у тебя обновится контекст, чтобы ты знал, откуда брать и что продолжать. Ну, я так понимаю, что достаточно просто ссылочки. Давайте сразу сформировать goal. Если у тебя обновился контекст, то, пожалуйста, прочитай философию и навигацию, они лежат в корне проекта. Философия — это общая логика, как работать со мной и как работать в проекте. Навигация — это легкий доступ, оглавление, где что почитать можно, если для выполнения твоего проекта и задания необходимо дополнительные знания, сведения о проекте, то ты заходишь в навигацию и легко смотришь, где почитать подробнее конкретно про то, что тебе полезно сейчас. Вот мы пишем согласно SDLC. Пожалуйста, найди документ SDLC и работай согласно его правил. При этом задание разбито на атомарные требования и доступно по ссылке. Пожалуйста, отхвати его и выполняй до результата. Вот видите, он до этого только диктовал, не создавал никакого документа, и только после того, как я ему сказал, что необходимо создать какой-то документ, то тогда он уже его создал. Ну вот, фактически я, наверное, копирую ссылку на этот документ, просто копирую. Давайте почитаем, что он там написал. Да, достаточно одной ссылки. Я создал постоянный антикраш якорь со всем атомарным ТЗ, рабочими путями и текущим статусом. Текст для Bell. Прочитай полностью хами вибица деблок герцодик стас кончорс юдге. Регистратион укс полиштас и указанные в нем канонические документы. Выполни все атомарное ТЗ укси 001 укси 099 до конца. Реализация тесты полный ци без обходов. Браузер плейврик на десктоп мобиле. Push Air, штатные мерги, диплей пост, диплей продукцион приемка. При обновлении контекста возвращайся к этому якорю и продолжай с записанного статуса. Сейчас в якоре также записано, где находится изолированный варк-3, какая используется ветка, что основной варкспаце содержит чужую работу и его нельзя трогать, что существует только незакоммиченный черновик, какие проверки обязательны, точное определение готовности, пока гал не запущен. Submit, push и диплей не выполнялись. Ну, да, мне важно чуть-чуть другое, чем то, что он сказал. То есть он фиксирует сокращенные правила, что и как делать. Я ему дал доступ сразу к первоисточнику. Ну, давайте запускаем. Гал запущен. Начинаю с обязательного восстановления контекста. Полностью перечитаю философию, навигацию, SDLC и созданный антикраш якорь. Затем сверю незакоммиченный черновик с актуальным оригином и превращу укси 001099 в исполняемую матрицу доказательств. Говорится здесь, да, sounds good. Канонические правила восстановлены. Архитектурно пакет распадается на 4 переиспользуемых слоя. Общий password widget, общий стати validation render, общие стакарточные состояния и серверно, восстанавливаемый appending рецепт. Сейчас проверяю существующие реализации требования, чтобы не создавать параллельные локальные стили и не дублировать уже работающие компоненты. Ну, вот это бальзам на душу. То есть я читаю, и это все согласно того, какие правила для него создал. В принципе, то, что он написал, то, что он зафиксировал, и то, что он пошел выполнять, я надеюсь, что он уже как-то справится с этим всем. Кстати, пропал футер и хедер, если видите, да? Тут была такая панелька. В Linux что-то, ну, как-то крашится. Wayland Top OS пропадает вот эта нижняя менюха футер. Ну что, пусть еще работает. Дадим ему время.